Друзья, всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я предлагаю вместе со мной связать вот такого милого ежика. Я этого ежика использую как игольницу, но можно также навязать целое семейство, отдать детям, а они уже придумают, как с ними поиграть. Не забудьте подписаться на канал, ставьте обязательно лайк этому видео и приступаем к вязанию. В работе я использовала 3 крючка, это единичка, 1,5 мм и 2 мм. Из пряжи белая у меня хлопок, обычный, не мерсеризированный, не гладкая, не блестящая нить, и джинс номер 65. Начинаем вязание, как обычно, с кольца амигуруми. Делаем колечко и в него провязываем 6 столбиков без накида. Провязали 6 столбиков, затягиваем колечком. И теперь нужно провязать 6 столбиков без накида. Немного неудобный ряд, вязание будет закручиваться, вы его сразу выправляете на лицевую сторону. Итак, в следующем ряду провязываем 5 столбиков без накида и делаем прибавку. 2, 3, 4, 5 и делаем прибавку. Провязываем 2 столбика в одну петлю. Я для удобства ввожу маркер. Контрастную ниточку вкладываю в вязание в начале ряда. Далее нам нужно провязать 6 столбиков без накида и делаем прибавку. Объясню сразу следующий ряд. Потом вяжем 7 столбиков и делаем прибавку. Получаем в ряду 9 столбиков. С этого ряда я взяла другой крючок побольше, 1,5 мм на этот раз. Но это делать совсем не обязательно. Я даже могу сказать, что испытывала некоторые неудобства в вязании этим крючком, потому что у меня ниточки достаточно тонкие, они не предусматривают вязание таким большим крючком. Поэтому можно было вязать все единичкой. К тому же, если мордочка получится еще меньше по сравнению с основным телом, то это будет даже как-то интереснее смотреться. Ну а я довязала 7 столбиков, сейчас делаю прибавку. В следующем ряду буду вязать 9 столбиков без накида. Итак, 9 столбиков мы провязали. Дальше будем вязать вместе со мной без перемотки. Провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3 и делаем 3 прибавки подряд. Первая, рядом вторая прибавка, еще одна прибавка, и дальше вяжем 3 столбика без накида. Так, переводим маркер и продолжаем. Вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Провязываем еще столбик. Делаем прибавку. И эту комбинацию столбик-прибавка повторяем еще 2 раза. Столбик без накида, прибавка. Столбик, прибавка. И провязываем 3 столбика без накида до конца ряда. 1, 2, 3.
Все, ряд закончили. Получилось 15 столбиков без накида в ряду. Далее следующий ряд провязываем 15 столбиков без изменения. И в этом ряду у нас будут крепиться глазки. Вы довязываете этот ряд, а я видео немного перемотаю. Итак, ряд мы этот закончили. У нас уже начинает вырисовываться мордочка. Далее нам нужно провязать 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вяжем еще 2 столбика. 1, 2. И делаем прибавку. Повторяем еще такую комбинацию. 2 столбика и прибавка. И еще один раз провязываем 2 столбика без накида и делаем прибавку. И провязываем 3 оставшиеся столбика до конца ряда. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 1. Да что-то тут не получилось у меня. 1, 2, 3. Провязываем комбинацию 1 столбик, прибавка 6 раз. Прибавка. Столбик без накида. Прибавка. Столбик. Прибавка. Так провяжем 6 раз в общей сложности и останется 3 столбика до конца ряда. Их провязываем как 3 столбика без накида. Когда вы довяжете ряд до конца, то в ряду получится 24 столбика без накида. В следующем ряду мы провязываем эти 24 столбика без изменений. После этого провяжем еще один ряд с прибавками. Провязываем 3 столбика без накида и делаем прибавку. 2, 3, прибавка. Так повторяем еще 5 раз. Довяжем так до конца ряда, получим 30 столбиков в ряду. И следующий ряд провяжем 30 столбиков без изменения. Итак, ряд мы довязали. Вот смотрите, у нас мордочка вот будет выглядеть так. И чтобы у нас было посередине начала следующего ряда, нам нужно провязать еще 3 столбика без накида для смещения. Так, сейчас посмотрим. Вот сейчас у нас начало ряда будет посередине, как раз под мордочкой. Не забудьте на этом этапе закрепить глазки. Если вы не делали себе в 9 ряду никакие пометки, где должны располагаться глазки, можете просто отсчитать 4 ряда. У меня глазки на безопасном креплении 6 миллиметров. Ну а мы меняем пряжу, и я взяла крючок 2 миллиметра. Для того, чтобы ввести новый цвет, мы последнюю петлю наполовину распускаем, оставляем 2 петли на крючке и заканчиваем довязывать новым цветом. Дальше продолжаем вязание новой нитью. Также вяжем 30 столбиков без накида. Здесь будет немного сложновато провязывать этот ряд, потому что у нас ниточка гораздо толще. Прям вытягиваете ее хорошо. Продолжаем вязать по одному столбику без накида в каждую петлю. И таких рядов нам нужно провязать 6 по 30 столбиков без накида.
Довязываем этот ряд и вяжем еще 5 таких же. Я закончила вязать 6 рядов. Снова ввожу маркер и приступаем к убавкам. Вяжем 3 столбика без накида и делаем убавку. Так повторяем еще 5 раз и получаем в ряду 24 столбика без накида. В следующем ряду провязываем 24 столбика без изменений. Далее продолжаем вязать 2 столбика без накида и делаем убавку. Так повторяем 6 раз и получаем в ряду 18 столбиков. А в следующем ряду 18 столбиков без накида провязываем без изменений. Когда закончите вязать этот ряд, нужно будет набить ежика наполнителем. И не забудьте про носик. Главное тоже не переборщить, но и оставлять его пустым не нужно. Провяжем еще один ряд с убавками. Делаем один столбик без накида и после этого убавку. Провязываем эту комбинацию 6 раз и в ряду получаем 12 столбиков без накида. Следите, чтобы у вас наполнитель не попадал между петельками. Если он вылазит и мешает, все-таки утрамбовывайте его внутрь посильнее. Итак, делаем последнюю убавку в этом ряду. Если это необходимо, добавьте еще наполнителя и далее продолжаем делать убавки. До конца ряда нам остается сделать 3 убавки и последние петельки стягиваем между собой этой же нитью с помощью иголки. И после этого остается вышить ежику только бровки, носик и улыбочку. Я вышивала пряжей джинс, она достаточно толстая, поэтому бровки и улыбочка смотрятся гармонично, а вот носик, конечно, немного грубовато. Тут нужно какую-то потоньше пряжу взять. Вместо пряжи джинс можете взять плюшевую, так он у вас будет крупнее ежик и будет тоже очень симпатично. Вместо белого также можно взять светлые оттенки серого, коричневого, молочного. Напишите, пожалуйста, в комментариях, каким цветом получились ваши ежики. И вам спасибо большое за просмотр и до встречи в новых видео. Пока-пока!